Всем огромный привет! Мне кажется, я очень давно не снимала таговые видео. Я абсолютно случайно сейчас нашла Лондон таг. Мне кажется, очень интересный таг. Я выписала себе вопросы, и вы сможете узнать о моих каких-то любимых местах в Лондоне, о парках, кафешках. Так что я думаю, что будет довольно-таки интересно. Итак, самый первый вопрос – это твое любимое место для завтрака в Лондоне. И, если честно, так складывается, что обычно я завтракаю все-таки дома, и уже или ланч, или ужин у меня может быть в городе в самом. Но если так получается, что какая-то работа ранняя, либо же, так получается, что я где-то утром нахожусь именно в городе уже, я очень люблю для завтрака кафе Bill's. Оно очень атмосферное, там очень красивая подача. Я очень люблю их панкейки. Они подают их с блюберри, с голубикой, с клубникой, с сиропом. Очень-очень красиво, это очень вкусно. И, в принципе, любой паб, практически любой паб можно порекомендовать, если вы хотите такой плотный English breakfast. В центре, мне кажется, практически любой паб готовит его. Конкретного паба посоветовать не могу. Следующий вопрос. Твой любимый Boots и Superdrug. Хочу сказать для тех, кто не знает, что в Лондоне есть две сети косметических аптек, которые называются Boots и Superdrug. И мне, если честно, больше нравится Boots. Если я вижу и тот, и другой магазин рядом, я всегда выбираю Boots. Я не знаю почему. Может, по дизайну, по цветовому, потому как продукты расставлены. Но я всегда обычно покупаю в Boots. Очень редко в Superdrug я что-то покупаю. И Boots большой есть в Westfield. Он там огромный. Мне кажется, это один из самых больших бутсов. Поэтому, наверное, я его бы посоветовала. Хотя, в принципе, в центре тоже есть довольно-таки большой Boots. Но, да, я бы все-таки посоветовала Boots, а не Superdrug. Следующий вопрос. Мой любимый Beauty Hall. И я, если честно, не скажу, что я обожаю покупать что-то в бьюти-холлах. Мне не очень нравится ни John Lewis, ни Selfridges. Мне кажется, я там просто теряю время. Мне какая-то тоска на меня нападает. Мне нравится Liberty, потому что, во-первых, красивое здание, и там вообще очень красиво, особенно на Рождество, там, когда начинают продавать рождественские игрушки, то там можно побродить, и как-то красиво очень. А так, чтобы покупать в бьюти-холле... Следующий вопрос, твоя любимая area для всего. Если выбирать так, чтобы там можно было и покушать, и пошопиться, чтобы там было красиво, что-то можно было пофотографировать, то, наверное, это будет Covent Garden, потому что там есть и кафешки, там, где Apple Market сам находится, там, где сейчас, кстати, висят такие шары огромные красные, там, где елка сейчас стоит, и вокруг очень много магазинов одежды, и не только одежды, и пофотографировать там можно, и погулять там можно, там какие-то представления всегда. Да, наверное, Covent Garden это такое любимое место для всего. Следующий вопрос. Любимый парк для прогулок. И это сложный вопрос, потому что в Лондоне очень много парков. И, наверное, я бы выбрала Ричмонд парк. Почему? Потому что Ричмонд парк, он больше как дикий парк. Там есть и окультуренные части, но просто весь прикол Ричмонд парка в том, что, вот представьте, вы идете по городу. Вы видите надпись Ричмонд парк. Вы заходите в Ричмонд парк. Вы идете... Какой-то лесок такой, дубок, березки, папоротники, вы такой идете, раз, вы выходите на поляну и видите, там 10 оленей лежит. Представляете, олени в городе, в парке? Меня это вообще просто потрясло в первый раз, когда я была в Ричмонд парке, я не могла поверить своим глазам, как это вообще возможно в городе олени. Это просто супер, и они такие на тебя смотрят так, типа, чё? Первый раз оленя, что ли, видишь? Ну, это вообще очень круто, на самом деле. И для фотошутов Ричмонд парк очень классный. Там вообще очень красиво. Там, кстати, есть еще Tea House. Если вы вдруг проголодаетесь, вы можете там попить чай и кофе. Там есть чизкейки. И там, по-моему, есть что-то типа хот-догов или что-то такое. Короче говоря, парк очень огромный, вид с него просто шикарный, и внутри гулять, он реально огромных размеров, и там еще есть Изабелла Плантейшн, это вообще просто нечто, особенно весной. В общем, я не буду рассказывать, погуглите, посмотрите фотографии, вы поймете, о чем я говорю. Следующий вопрос, мои советы касаемо метро, и если мы говорим о времени 8-9 утра или 5-6 вечера, то есть такой час пик, то, пожалуйста, будьте внимательны и сразу держите наготове свой билет или ойстер, чтобы вы могли коснуться
и выйти, или коснуться и войти, чтобы не создавать вот эту пробку, потому что люди просто касаются, заходят, касаются и заходят, что вы просто не стояли на пути. Это очень важно. Совет по поводу эскалатора, пожалуйста, стойте с правой стороны. Там везде есть таблички, на каждой станции keep right. Вот, пожалуйста, стойте справа, потому что очень часто туристы становятся вот просто посередине, никто не может пройти, или становятся слева, где как бы место для тех, кто спешит, кто опаздывает. То есть в Лондоне так принято. С правой стороны все стоят, а слева оставляют такую дорожку, чтобы человек мог спуститься, тот, кто опаздывает. Поэтому тут очень внимательно следите за этим, где вы стоите. Следующее. Когда вы уже спустились на платформу, очень важно знать вообще, в какую сторону вы едете. Поэтому заранее смотрите, вам нужно на север, на юг, на восток или на запад, чтобы вы тоже там в заторы не попадали. И когда вы уже именно выходите на нужную вам платформу, вот вы зашли на платформу, никогда не останавливайтесь, проходите дальше, проходите в начало или в конец поезда. По секрету вам скажу, в начале и в конце поезда всегда намного меньше людей. Если вот вы видите, что мест вообще нет, вы пройдите в конец или в начало, и вы сядете спокойно. Никогда не останавливайтесь, во-первых, все люди там останавливаются, и получается пробка. А на самом деле в конце и в начале платформы вообще людей нет, поэтому старайтесь проходить. Мне кажется, это самые важные советы, которые можно дать. Следующий вопрос. Твой идеальный день в Лондоне, что бы он включал? Ну, он бы, наверное, включал вкусный завтрак, возможно, дома, возможно, в Биллс или в каком-то пабе. Он бы обязательно включал, наверное, какой-то небольшой шопинг, ну так чисто порадовать себя, но не целый день шопинга. Целый день шопинга – это для меня кошмарный день. Я не могу так, мне плохо становится от этого хождения по магазинам. Мой идеальный день включал бы, наверное, прогулку с любимым человеком, по любимым местам, по паркам. Я бы, наверное, взяла с собой камеру, чтобы пофотографировать или поснимать что-то. Но да, скорее всего, идеальный день мой в Лондоне это была бы просто какая-то прогулка по городу, по каким-то любимым местам и паркам. Я очень люблю гулять, фотографировать, поэтому шопинг однозначно не входил бы в мой идеальный день. Ну, разве что такой мини-шопинг. Обязательно входила бы чашка кофе вкусного, скорее всего, на вынос. Да, может быть, ужин где-нибудь в классном местечке. Да, где-то так. Следующий вопрос. Твоя любимая галерея или музей? Мой любимый музей – это музей естествознания, Natural History Museum. Это там, где снимали «Ночь в музее» первую часть, и, по-моему, третью часть тоже здесь снимали. Это музей, который, ну, вы все знаете из фильма, вот вы заходите только в этот музей, там стоит огромный скелет динозавра. Я думаю, что я когда-нибудь сниму оттуда влог, чтобы вам показать. Это потрясающий музей, там столько этих костей, динозавров и всего прочего. Ну, там очень интересно. Это мой любимый музей, потому что я люблю все такое, связанное с динозаврами, с раскопками, вообще с жизнью на Земле. Мне кажется, это очень интересно. Следующий вопрос. Твое любимое секретное место в Лондоне? И на самом деле в Лондоне действительно очень много таких мест, о которых мало кто знает. И я показывала вам некоторые в своих влогах. Я обязательно напишу эти места под этим видео, чтобы вы могли почитать, потому что на слух вряд ли кто воспримет. Также я оставлю ссылки на влоги, где я их показывала. Ну, я могу сказать, что Lincoln's Inn Fields это, наверное, одно из самых любимых мест. Это место, в котором постоянно снимают фильмы. Это потрясающее, на самом деле, место. И в Хамстеде тоже мне нравится Пергола. В общем, я оставлю все названия внизу, и вы сможете погуглить, посмотреть. Самый последний вопрос. Твой любимый бар или клуб? И здесь у меня вообще нет ответа, потому что я не хожу по барам и по клубам, но я могу сказать о некоторых местах, где я люблю покушать. Мне очень нравится Workshop. Это просто обалденная кафешка, там очень вкусный кофе. Вы знаете, вот не обычный такой вот масс, как там кофе Кафенера или там Коста, а это действительно очень качественный кофе. И там очень вкусно просто покушать. И также я люблю васаби. Если вот, например, вы бежите в Лондоне, куда-то опаздываете, и вы вот изголодались, и вроде бы как и не хотите много денег потратить, но и покушать хочется, то васаби это вообще отличный вариант. Там есть не только суши, там есть и вермишель. Я очень люблю чикен якисоба, я всегда беру там чикен якисоба, это просто мое любимое блюдо там. Я даже суши перестала там брать, потому что чикен якисоба вам дают такую огромную, не миску, а такой стакан, и
я просто наедаюсь им настолько, что я даже домой могу привезти. В общем, это просто идеальное место для такого быстрого обеда. Это были ответы на все 10 вопросов London Tag. И я думаю, что блогеры могут присоединиться ко мне и снять такое же видео о своем городе, в котором они живут, или о своем любимом городе. Думаю, будет интересно узнать ответы на эти же вопросы о других городах, потому что можно узнать какие-то интересные места, если вы планируете особенно посетить этот город, поэтому присоединяйтесь, я всех приглашаю присоединиться, я оставлю вопросы внизу. На этом все, увидимся с вами на следующей неделе. Пока! What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride.